Обострение на линии Индия-Пакистан. Напряжение на грани взрыва. В конце апреля 2025 года отношения между Индией и Пакистаном оказались на грани серьезного кризиса после террористической атаки в Пахалгаме, унесшей жизни 26 человек, включая туристов из Индии и Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», которую индийские власти связывают с пакистанскими спецслужбами. На фоне обострения ситуации напряжение распространилось далеко за пределы Кашмира. На подконтрольной Пакистану части региона, в районе Джелума, местные жители установили большой экран и громкоговорители у линии разграничения, транслируя армейские песни Пакистана. С противоположного берега, где находятся позиции индийских войск, отчетливо виднеется флаг Индии. Индийские власти, в свою очередь, перевели все государственные больницы Кашмира в режим повышенной готовности. Столкновения и перепалки вышли за пределы региона. В Лондоне произошли ожесточенные ссоры между пакистанскими и индийскими активистами. В Пакистане же уровень националистических настроений достиг нового пика. На пресс-конференции в Карачи представители организации «Объединенная община Восточного Пакистана» заявили, что Дели и Мумбаи якобы являются исконно пакистанскими городами, предложив переименовать их в Мухаммадабад и Ислам-Уль-Азам. Если заметили, риторика очень похожа на ту, что использует Ильхам Алиев, Западный Азербайджан, Еревань и так далее. Ну, вы поняли, о чем я. Ответ Индии на теракт был незамедлительным. Приостановлено действие договора о водах Индо 1960 года, закрыты границы с Пакистаном, аннулированы визы для граждан соседней страны и высланы дипломаты. Пакистан отреагировал зеркальными мерами, закрыв воздушное пространство для индийской авиации и пригрозив расценивать любые изменения в водной системе рек как акт агрессии. Обе страны начали активно усиливать свои позиции вдоль линии контроля. Индия провела ракетные учения и начала модернизацию своих вооруженных сил, в ходе чего 28 апреля сего года заключит контракт с Францией на покупку 26 палубных истребителей «Рафал-М» на сумму около 7 миллиардов 270 миллионов долларов. Индийские ВВС также успешно испытали ракеты класса «Воздух-воздух» «Метеор» и «Астра МК-1» и интегрировали на западных границах современные системы ПВО С-400. Пакистан, в свою очередь, перебросил тяжелую технику и артиллерию к линии контроля. Индийская разведка зафиксировала строительство новых складов боеприпасов в районах Кот, Сатрах, Даска, Гуджранвала и Рахим-Ярхан. По данным соцсетей, к границе движутся танки и тяжелая артиллерия, включая дальнобойные 203-мм САУ М-110 и более современные 155 миллиметровые гаубицы SH-15 китайского производства. На международной арене активизировались внешние игроки. Китай выразил Пакистану поддержку, заверив в нерушимой дружбе, а Турция направила 6 самолетов С-130 с военным грузом. Китай также передал ракеты для пакистанских ВВС, в то время как характер турецких поставок остается неясным. Индия в ответ заручилась дипломатической поддержкой США и обратилась к Афганистану с просьбой сохранять нейтралитет в случае конфликта, а Иран выразил готовность выступить посредником. Отметим, что вице-президент США Джей Ди Венс во время визита в Индию подчеркнул важность укрепления американо-индийских отношений, особенно в области обороны и энергетики, и выразил солидарность с Индией в борьбе с терроризмом. Новый теракт в Пахалгаме был расценен индийскими властями как попытка дестабилизировать регион. Премьер-министр Нарендра Моди заявил о намерении решительно бороться с угрозами, направленными на разрушение процесса нормализации в Джамму и Кашмире. Столкновения на границе становятся все более ожесточенными. В районе Кулгама произошли перестрелки между диверсантами и индийскими войсками, а в долине Липа зафиксированы мощные взрывы после атаки на склад боеприпасов. Несмотря на заявление Исламабада о нежелании начинать войну без явной провокации, военное наращивание продолжается. Аналитики отмечают серьезный риск перехода конфликта в полномасштабную фазу, учитывая наличие ядерного оружия у обеих стран и историческую вражду между ними. Прошло уже 5 лет с момента последнего крупного обострения между Индией и Пакистаном.
За это время Индия значительно усилила свои военно-воздушные силы, а Пакистан сосредоточился на модернизации за счет поддержки со стороны Китая и Турции. Обстановка остается крайне напряженной. Обе стороны продолжают наращивать силы у границы, а международные игроки стараются занять выгодные позиции на фоне надвигающегося конфликта. Индия предполагает причастность спецслужб Пакистана к теракту в Джамму и Кашмире. После трагического теракта в районе Пахалгам в Джамму и Кашмире, в результате которого погибли 26 туристов, отношения между Индией и Пакистаном вновь обострились. Индийские власти обвинили Пакистан в поддержке террористических групп, которые взяли на себя ответственность за нападение. Несмотря на эти обвинения, Пакистан отверг свою причастность к атаке, что еще больше усилило напряженность между двумя странами. В ответ на теракт Индия приняла ряд серьезных мер, включая приостановку участия в 65-летнем соглашении о водах Инда, которое регулирует использование водных ресурсов между странами. Пакистанское правительство подчеркнуло, что любые попытки изменить поток рек, орошающих Пакистан, будут рассматриваться как серьезная угроза. Кроме того, Индия закрыла ключевые пограничные переходы и вызвала своего главного дипломата для консультаций. Пакистан – одна из стран с наибольшим дефицитом воды в мире. Это создает все условия для геополитических изменений водного профиля, что может привести к серьезному региональному конфликту. Эксперты отмечают, что ситуация осложняется контролем над водными ресурсами в регионе, где река Инд является жизненно важным источником воды для Пакистана, а ее использование – одной из основных тем, волнующих обе стороны. Ожидается, что дальнейшее ухудшение отношений может привести к более серьезному региональному конфликту, учитывая стратегическую важность этого водного ресурса. Этот теракт стал самым жестоким нападением на мирных жителей в регионе за последние годы, что еще раз подчеркивает долговечность конфликта между Индией и Пакистаном, который существует с момента раздела индийского субконтинента в 1947 году. За десятилетия обе страны вели несколько войн, связанных с территориальными спорами по статусу Кашмира. На протяжении этого времени местные группировки, требующие независимости Кашмира или его присоединения к Пакистану, не прекращают вооруженную борьбу с индийскими силами безопасности. Особое внимание уделяется ситуации с террористической группировкой «Фронт сопротивления», которая взяла на себя ответственность за нападение. Хотя Пакистан отрицает свою причастность, индийские власти ссылаются на разведывательные данные, которые указывают на возможное участие пакистанских спецслужб в организации атаки. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о решимости правительства преследовать нападавших и их покровителей, заявив, что Индия выявит, выследит и накажет каждого террориста и его сподвижников. В ответ на нападение Индия усилила меры безопасности в Джамму и Кашмире и продолжает поиски виновных. Нападение привело к еще большему усилению взаимной недоброжелательности между странами и возобновлению обсуждения территориальных и водных споров, что может обострить региональную нестабильность. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых последних и важных новостей мира и нашего региона.